Здрасте, милые ребята, пионеры, октябрята, мои старые друзья. А почему только старые, когда и новые уже подросли? Я сегодня, как и прежде, с новой сказкой к вам пришел. Было это давным-предавно, когда вершил государством этим Брежнев Леонид Ильич. И случилось это в Белорусском царстве, советском государстве. Тогда в Минске завод был, выпускавший телевизор. А почему был? Он и сейчас есть, да? Да. В 70-е годы промышленность Советского Союза осваивала новую продукцию видеомагнитофона. Основным их потребителем должны были стать учебные заведения, будь то школы, детские сады, институты да хоть военные академии, где они должны были исполнять роль вспомогательного учебного пособия, то есть для демонстрации учащимся различных учебных видеоматериалов. Раньше для решения этой задачи использовали кинопроекторы, но их использование было делом не из легких, ведь не каждый учитель литературы мог справиться с киноаппаратом. К тому же они были весьма шумными. И вот тут-то и стали, кстати, появившиеся видеомагнитофоны, управление которыми было делом нехитрым. Но тут возник вопрос еще и с телевизорами. В школах они, конечно, были, но не в каждом же кабинете. И вот тут возник вопрос, а как должен выглядеть учебный телевизор или чем отличаться? В итоге в большинстве образовательных учреждений стояли обычные телевизоры. Лишь на Минском производственном объединении «Горизонт» стали выпускать телевизоры конкретно для учебных заведений. За основу они взяли свою новую модель телевизора «Горизонт-206», выпуск которого начали в 1973 году, но чутка доработали. Во-первых, было решено, раз телевизор будет поставляться к детям, то надо бы обезопасить его от их шаловливых рук. Поэтому для него изготовили специальный футляр по типу тумбочки с открывающимися дверцами, которые закрывались на замок. При этом, для уменьшения возможного повреждения кинескопа, если неразумное дитё что-нибудь просунет в щель тумбочки, дверцы имеют скошенные края. Естественно, вырос и вес всего аппарата аж до 44 кг. Кстати, у него есть даже ручки или отверстия для переноски. Почти все телевизоры в СССР имели шпанированный и полированный футляр, а тут решили этого не делать, дабы уменьшить возможность повреждения лакового покрытия. Передняя панель у телевизора тоже своя, хотя и сильно похожа на 206-й «Горизонт». Но самое главное отличие заключалось в наличии входа для подключения видеомагнитофона и, соответственно, дополнительной платы для согласования с ним. В остальном это обычный унифицированный телевизор. Самое главное у телевизора, помимо антенны, это кинескоп. Тут он с экраном 61 см по диагонали. От сети этот школьник потребляет 180 Вт электроэнергии. Акустическая система немного отличается от базовой модели и имеет динамики только на передней панели. Мощность звука 2 Вт с диапазоном воспроизводимых частот от 100 до 10 тысяч Гц. К телевизору возможно было подключить проводной пульт дистанционного управления с регулировками яркости и громкости. Электронная схема унифицированная, и телевизоры по ней выпускались аж с начала 60-х, и, соответственно, довольно отработанная в производстве. Содержит 15 ламп, не считая кинескопа. Основные узлы выполнены на отдельных платах: блока кадровый и строчный разверток, усилителя звука, усилителя промежуточной частоты изображения и звука с видеоусилителем, высоковольтного блока и переключателя каналов. Эта схема была неплоха, если бы не одно «но». Это отвратительного качества ламповые панельки. Спустя какое-то время они окислялись, пропадал контакт с ножками ламп, и телевизор начинал барахлить. Многие владельцы телевизоров, собранных по такой схеме, не дадут соврать, если я скажу, что им приходилось долбить, стучать или постукивать по корпусу для восстановления работоспособности. Когда владельцам это совсем надоедало, то вызывали мастера, который поверх старых панелек напаивал новые, надежные. Однако после этого не всегда удавалось закрыть заднюю крышку у телевизора, так как высота ламп, установленных на новые панельки, становилась больше. В результате приходилось в крышке делать отверстия под лампы.
но зачастую владельцы эксплуатировали их и вовсе без крышек, поэтому они очень часто без них и сохраняются. Этот телевизор был в детском саду, пользовались им редко, поэтому сохранился он неплохо. Но, к сожалению, судьба этой модели сложилась нерадостно. Когда их списывали с учебных заведений, то большинство из них было либо в прямом смысле утилизировано, либо выброшено на помойку еще в 90-е, поэтому сохранилось их очень и очень мало. Лично я видел и слышал всего о 4 сохранившихся экземплярах, включая этот. Хотя, может, где-то в подвалах школ еще сохранилось несколько таких телевизоров, которые попадут в бережные руки коллекционеров, и их история не будет забыта окончательно. Какая радость! В телевизоре вашей маме один дядя с большими усами цветы подарил. Я бы этому дяде с большими ушами уши-то подкрутил. Я вам сейчас этого дядю покажу. Вот он, этот коварный тип гражданской наружности. О, это вовсе не тип. Это руководитель маминой самодеятельности. Ой, сейчас наша мама петь будет. Только это напрасно все. У вашего телевизора звук не работает. Ой, как жалко, что мы маму не слышим. Она к этому выступлению полгода готовилась. Ничего себе. Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла? Это не техника дошла, а я сама сюда дошла на лыжах. А концерт на пленку записан. Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино. Кабы не было зимы в городах и селах, никогда б не знали бы мы этих дней веселых. Не кружила б малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, кабы, не петляла бы лыжня, кабы. Кабы не было зимы, в этом нет секрета, от жары устали б мы, надоело бы лето. Не пришла бы к нам метель на денек хотя бы, и снегирь не сел на ель, кабы, и снегирь не сел на ель, кабы. Кабы не было зимы, а все время лето, мы не знали кутерьмы новогодней этой. Не спешил бы Дед Мороз к нам через ухабы, лед на речке бы не замерз, кабы, лед на речке бы не замерз, кабы. Кабы не было зимы в городах и селах, никогда б не знали б мы этих дней веселых.